Доброго дня, честные и порядочные люди. Я Жилин Сергей, город Краснодар, великая держава Россия, в которой чиновники, сотрудники полиции, прокуратуры работать не хотят. Они саботируют сами в первую очередь соблюдение законов, нормативно-правовых актов. Вот. И сегодня в очередной раз я обращусь в полицию, попрошу принять меры, зафиксировать и передать эти материалы вот по моему обращению после составления и фиксации этих материалов, то есть в прокуратуру, в администрацию передать для того, чтобы чиновники наводили порядок и выполняли свою работу. Дело в том, что моя задача как гражданина просигнализировать о том, что происходит, какие бы то ни было непорядки, неполадки, нарушения закона. Но закон не обязывает меня заниматься правоохранительной деятельностью, то есть выполнять работу сотрудников полиции, сотрудников прокуратуры и так далее. Вот. Я единственное буду этот материал фиксировать и показывать нашему обществу, гражданам России о том, что в Краснодаре творится полный беспредел. Вот, материалы фальсифицируются, осуществляется должностной подлог сотрудниками полиции, сотрудники Следственного комитета и прокуратуры должный надзор не ведут, они также участвуют в фальсификации и должностном подлоге. Почему я так говорю? Все просто. У меня есть видеодоказательства того, что по моим обращениям, когда я обращался в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Следственный комитет, мер расследования должных не производилось. Там, где были нападения, были удары, сотрудники писали, что нет, ничего не было. То есть, ничего не было совершенно. Хотя уже арбитражным судом Краснодарского края установлено, что шлагбаум там ГПК НК стоял незаконно, сотрудники ГПК НК применяли ко мне незаконные действия по незапуску меня к арендуемым помещениям. То есть это уже есть в решении суда. Вот. Продолжим. Значит, тема сегодняшнего звонка это будет фундаментно-строительные блоки, которые расположены на проезде, которые мешают реально движению транспортных средств. При этом они расположены на муниципальной территории, на дороге общего пользования. Вот. Их установили для того, чтобы мне затруднить, скажем так, жизнь, работу и так далее. Ну и, соответственно, не только получилось мне, то и другие люди цепляются за эти ФСки автомобилями, и происходит вот эта вся ситуация. Неоднократно я уже обращался и в прокуратуру обращался, и в полицию, и полицейские приезжали. Все это я выкладывал. То есть по блокам это уже 1,5 года действия происходят. Вот. Сегодня я еще раз зафиксирую для того, чтобы у меня была просто-напросто доказательная база того, что происходит реально бездействие. Тот же самый 650-е постановление администрации города Краснодара, по которому власти города должны принимать меры, убирать с проезжей части, с территории муниципальной посторонние предметы, которые мешают гражданам, движению и так далее. Но, к сожалению, ничего не происходит. И я полагаю, что в арбитражном суде это будет мне полезно, необходимо для того, чтобы показать всю эту бездеятельность. Итак, звоним в ГУВД Краснодарского края. Дежурная часть Главного управления.
Здравствуйте, прошу прощения, не расслышал вашу фамилию. Моя фамилия Завгородний. Завгородний, очень замечательно. Моя фамилия Жилин Сергей Анатольевич. Я хотел бы сделать заявление очередное. Прошу зафиксировать и принять меры реагирования. Подождите секунду. Угу. Не тороплюсь абсолютно. Так, Жилин как? Жилин Сергей Анатольевич. Где проживаете? В городе Краснодар. Адрес есть в городе Краснодар? Ваш контактный телефон. 8 988. Что хотели сообщить? Значит, в течение 1,5 лет на дорожной сети города Краснодара по адресу Кореновская, 12 расположены ФСки. О данной ФСке Конкретно расположено. город Краснодар, улица Кореновская, 12. Где? Конкретно. На дороге. На дороге во общего дворе. пользования. На дороге общего пользования. Территория муниципальная. На прилегающей территории. Прилегающая к чему? К муниципальной территории? Ну, я у вас А я вам спрашиваю, отвечаю, это муниципальная проезжая территория. часть? Муниципальная Дорога является территория, проезжей частью? Я пытаюсь выяснить. Я вам подсказываю, дорога, проезжая Да, часть, проезжая, да, Кореновская, да, напротив бокса, по-моему, 47 и 51 стоят фундаментно-строительные блоки на проезжей части. Неоднократно я обращался в ГУВД и так далее, в единую диспетчерскую службу обращался, но реакции нет. Но тем не менее есть у меня ответы о том, что это земля муниципальная, городская, общего пользования. Вот. И в соответствии с 650-м постановлением администрации города Краснодара посторонние предметы с дорожной сети должны убираться, причем в течение суток. Вот. Ситуация эта происходит уже 1,5 года. Сотрудники полиции не реагируют на мои обращения и заявления и мер не предпринимают. Вот сегодня у нас 15 мая 2023 года. Время у нас 9 часов 24 минуты, я вам звоню. Вот, фиксирую наш разговор, вот, который впоследствии будет также выложен в интернет. Я вам не разрешаю использовать. Да, это ваши проблемы, можете обратиться в суд, разрешаете вы мне или нет. Вы должностное лицо, я вам звоню не по вашей любовнице, а по вашей службе и работе. Поэтому запрещать вы мне просто не можете. Служба сотрудников органов внутренних дел является гласной. Если вы этого не знали. Данные, я запрещаю вам использовать. Запрещайте, можете обратиться в суд с этим запретом. Вот. Значит, далее, данная информация будет также предоставлена в арбитражный суд Краснодарского края для того, чтобы те сотрудники, которые не выполняли должным образом свою службу, были привлечены к ответственности. Ну, это как бы общая информация. Вот. А в частности уже будет там определять суд, что и как. Вот. Я вам делаю очередное заявление сегодняшний день о том, что данные блоки... Значит, вам пришло решение, что на муниципальной территории стоят ФСК, а вы утверждаете, что они стоят на дороге. Дорога и муниципальная территория – это одно и то же, вы не знали? Дорога есть муниципальная территория общего пользования. Не знали? Ну вот я вам тогда подсказываю. Я у вас спрашиваю, на муниципальной территории именно на дороге? На дороге, именно на дороге. И сотрудники выезжали, неоднократно фиксировали, сотрудники ДПС выезжали, говорили о том, что составят материал, что будут убраны они. ФСки все равно стоят. Я именно поэтому и звоню и требую проведения расследования в отношении сотрудников, которые мер не предпринимали и не реагировали, а занимались только волокитой. Вот.
Прошу сообщить мне номер моего обращения. Так, просите провести проверку. В отношении Вы говорите, бездействия я не успеваю сотрудников. записывать, то вы потом Я вам жаловаться повторю. будете. Да, Конечно. Лучше повторите, конечно. Конечно. Просите провести проверку. В отношении сотрудников установить, кто бездействовал в течение 1,5 лет. Лет. В отношении, да, Угу. сотрудников. Правоохранительных органов, так называемых. Все зафиксировано. Это по сотрудникам. И второе, я в текущем времени прошу принять меры реагирования, так как ФСКи продолжают стоять вот в текущем времени, 15 мая 2023 года. Это второе по данному вопросу. Первое по нерадивым сотрудникам и второе сегодняшнее. Вот. Прошу номера мне сообщить. Я их сейчас зафиксирую и буду затем обращаться уже в арбитражный суд по этому вопросу. Я уже устал. По-другому вы не понимаете. Так, значит, КСП будет 5173. 5173 это по нерадивым сотрудникам, Это один материал. всё вместе, Не-не-не, подождите, все вместе. 1,5 года было бездействие. Это один материал для службы собственной безопасности, вот, для СБ. А вот второе сегодняшнее, которое я сейчас прошу, чтобы были приняты меры, то есть это же другой материал. Зачем вы это все валите в одну, как говорится, корзину? Если вам удобнее двумя материалами, Мне мы делаем удобнее. двумя материалами, Мне вам удобнее. 5173, Да. 5174. Все, благодарю вас. Жду я только. Вот так вот, сотрудник бросил трубку. Вот оно отношение сотрудников правоохранительных органов к гражданам, к тем людям, которые работают, зарабатывают, платят налоги на их содержание. Вот. И в результате шлагбаум мне понадобилось 2 года 8 месяцев для того, чтобы его, мать, убрали, наконец-то, с муниципальной территории. И при этом администрация у нас говорит: нет, мы ни при чем. Это, а что, а мы ничего. Это не мы. Хотя в 650-м постановлении администрации четко говорится, как администрация это должна делать, как должны выезжать, устанавливать собственника. И никаких отписок и отговорок в плане того, что у нас сейчас в бюджете денег нет, мы не можем демонтировать. Да это за свой собственный счет должен был демонтировать тот, кто его установил. Еще заплатить штрафы, блядь. В бюджет. Вот. А получается, что человека-предпринимателя, который работает и платит налоги, просто-напросто довели до банкротства, блядь. Вот 2 года 8 месяцев понадобилось, чтобы убрать этот шлагбаум из-за нерадивых сотрудников полиции, прокуратуры, администрации. 1,5 года стоят ФСки. Ну, посмотрим, за какое время ФСки сейчас еще будут убираться. Вот так вот. Пока-пока честным, порядочным людям. Удачи, благополучия, здоровья, мирного неба над головой.